Всем привет! Меня зовут Юлия Дерюгина, и я ваш мастер на сегодня. Мы научимся делать прекрасные желтые пионовидные английские розы. Вот так они выглядят. Поехали! В работе нам понадобится желтый фоамиран 1 мм, зефирный, ножницы, шарик 9 см в диаметре, 2 молда, вот таких молды пиона и пионовидной розы. Если у вас молдов нет, вы можете использовать пенопластовый шарик 5 см в диаметре. Фольга пищевая, 2 пищевые губки, пастель Мунгё, белая номер 244, зеленая номер 277, желтая номер 202 и оранжевая номер 207. Также мы будем использовать проволоку 10-12 мм в диаметре, клеевой пистолет, клеевые стержни и утюг. Прежде всего подготовим фоамиран для обработки на молде. Разрезаем полоски размером с губку. Вот таким образом обрабатываем весь фоамиран. Прежде всего создадим лепестки для сердцевины нашей розы. Используем молд пионовидной розы или любой молд полукруглой формы. Сделаем 16 таких лепестков и отожмем их на молде. Прикладываем молд к губке, нагреваем на утюге и отжимаем на молде. Вот такая красота получается. Аккуратней, не делайте вот таких зажимов. Для этого необходимо максимально расправлять фоамиран. Это уже брак. Теперь отожмем внешние лепестки розы. Я беру разные молды для того, чтобы лепестки были не одинаковыми. Нам понадобится 25 таких лепестков. Я отжимаю примерно 1 к 3. 3 таких лепестка, 1 такой. Поехали! Один отпечаток в другой и вырезать вместе. Перейдем к изготовлению сердцевины.
и лепестков для сердцевинки. Для этого нам понадобится капнуть каплю клея в серединку лепестка и соединить. Склеиваем. Теперь капаем капельку по краям и также склеиваем. Теперь капаем капельку клея сюда, вот, к уголочку, и склеиваем. Вот так. Перетираем в руках эту часть лепестка. Перетираем, не жалеем ручки. Хорошенечко перетираем. Чем больше будет вот таких вот классных загнутых лепестков, тем лучше. Перетираем сильнее, истончаем фоамиран. Все очень красиво. Вот так. Теперь делаем небольшой зигзаг в нижней части лепестка. То есть вот так. Раз. Капаем клей сюда и сюда и заклеиваем. Раз, два. Вот так. Прижимаем, склеиваем. И вот такой гребешок у нас получился. Это только первая часть лепестка. Работаем над второй. Точно так же капаем клей в сердцевинку, складываем, склеиваем. Теперь сюда и сюда. Точно так же склеиваем, но пока не склеиваем вот эти углы. Просто складываем и перетираем точно так же. С силой, не жалейте себя, перетираем вот таким образом, вот такими движениями. Зажимаем фоамиран между пальцев и перетираем. Прежде нужно сложить его вот в такую гармошечку, чтобы было удобно перетирать. Раз, два, три, четыре. Теперь берем край лепесточка и вот такими движениями просто закручиваем к внешней части лепестка. Подкручиваем края. Это тоже необходимо, это даст определенный шарм нашим лепесткам и сделает их реалистичными. Вот так получилось. Теперь под углом кладем внутреннюю часть лепестка, не вот так, да, а под углом вот сюда, и склеиваем углы. Вот такой гребешочек у нас получается. Итак, капаем капельку клея и зажимаем аккуратно. Вот такой красивый лепесточек у нас получается. Я сделала уже несколько штук. Вот таким образом мы их соединим сейчас. И это будет наша сердцевинка. Нам понадобится 8 таких лепестков, как вы уже догадались, так как мы делали 16 внутренних лепесточков. Раз, два, три, четыре. Итак, попробуем еще раз. Вклеиваем каплю клея, зажимаем, складываем пополам. Теперь сбоку. К центру. Первый лепесточек мы склеиваем в центре, второй пока нет. Итак, перетираем хорошенько. Перетираем. Аккуратно. Вот такой красивый лепесток получается. Чем сильнее вы перетрете, тем будет лучше. Так, теперь делаем зигзаг с нижней части. Каплю клея сюда и сюда. Зажимаем. Склеиваем. Гребешок получился. Делаем вторую часть лепестка. Итак, капаем каплю клея, зажимаем, склеим с двух сторон. Так. Теперь просто прикладываем, не склеивая здесь, и перетираем. Хорошенечко истончили фоамиран, и теперь можно подкручивать к внешней стороне вот такими движениями. Раз, как трубочку. Прокручиваем между пальцев фоамиран, тем самым подкручивая лепестки. Вот такая красота у нас получается.
теперь под углом. Под углом. Вот так. Перекрываем уголками и вклеиваем. Аккуратно. Капаем капельку клея и зажимаем. Все лепесточки готовы. Теперь их нужно соединить к центру. Капаем капельку клея в уголок и присоединяем следующий. Зажимаем, склеиваем. И теперь капаем клей вот сюда, чтобы лепестки склеились с двух сторон. Вот так. Следующий точно так же, уголок к уголку, зажимаем и тихонечко, вот получается небольшая спираль уже, сюда капаем клей и приклеиваем. Будьте внимательны, чтобы все лепестки были на одном уровне, чтобы они не съезжали к низу. Красота. Поехали дальше. Вы можете крепить лепестки как с этой стороны, так и с этой, без разницы. Главное, чтобы получилось красиво. Итак, я уже приклеила. Теперь с этой стороны соединю лепестки. Вот так. Старайтесь их поджимать таким образом, чтобы они принимали форму уже круглую и могли красиво соединиться. Добавлю, пожалуй, теперь с этой стороны лепесток. Такой красивый. Угу. Соединяю, конечно, и задние части лепестка обязательно. Вот уже почти круг, но у меня еще есть лепесточки, поэтому я добавлю сюда. Раз. Хорошенько зажимаем и сюда. Поднимаю на тот уровень, чтобы все лепестки были одинаковые. Угу. В принципе, можно уже оставить и так, но я, пожалуй, добавлю еще один лепесток. В этот раз у меня получилось 7. Мне кажется, такой размер достаточен. Сюда и сюда капаем клей, чтобы лепестки склеились. Аккуратно присоединяем друг к другу, зажимаем и склеиваем. Везде, где необходимо, подклеиваем лепестки, чтобы они не болтались в свободном полете, чтобы они были хорошо подклеены друг к другу. Вот так. Примерно 10 сантиметров в длину и 1 сантиметр в ширину. Это просто фоамиран желтый. Капаем капельку клея к началу и к нашей сердцевинке. И теперь как резиночкой немножечко стягиваем нашу сердцевину, чтобы лепестки были ближе, аккуратнее и круглее. Управляем в процессе. То есть так как мы зафиксируем, такая сердцевинка у нас и получится. Мне кажется, очень хорошо. Я подтяну фоамиран и подклею полосочку. Вот так. Красота. Создаем основу нашего цветочка. Берем кусочек фольги пищевой, складываем в небольшой кружочек и делаем более плоским. Диаметр должен совпадать с диаметром заготовки.
примерно такая, плюс-минус. Давайте сделаем чуть-чуть пошире, чтобы было потом удобнее крепить. Таблеточка шириной около сантиметра. Диаметр должен совпадать, быть чуть-чуть побольше диаметра нашего цветочка, то есть нашей сердцевинки. Вот таким образом. Так. Здесь я сделала немного побольше фольги. Мы сюда сейчас будем крепить проволочку, которая изначально у нас была заготовлена, 10-12 мм в диаметре. Делаем небольшую капельку для того, чтобы скрепление здесь с фольгой было более надежным. Капаем клей и вклеиваем. Так. Аккуратно. Фольга очень сильно нагревается от термоклея, будьте осторожнее. Нужно чуть-чуть подождать, пока клей подсохнет и подмерзнет. Все, у меня заготовка готова. Уберу лишнюю проволоку. Итак, нам необходимо декорировать верхнюю часть фольги, чтобы ее не было видно. Берем любой лепесток, можно его не окрашивать, и просто вклеиваем сверху и немножечко по бокам, для того, чтобы фольгу не было видно. Аккуратно приклеиваем края нашей заготовки. Термоклей очень горячий, будьте осторожны. Здесь стараться не нужно, этого не будет видно. Просто подклеиваем. Вот так. Теперь крепим сюда нашу уже готовую сердцевинку. Вот таким образом. Аккуратно, горячая. Теперь отложим нашу заготовку и будем двигаться дальше. В самом начале я просила вас приготовить вот такой шарик диаметром 9 сантиметров. Я вырезала квадрат 9 сантиметров, вот около 9-10 сантиметров в произвольном порядке. Вырезаете квадрат, прикладываете его на утюжок, полностью подогреваете. У меня сейчас очень горячий утюг. Быстро горячий этот прямоугольничек, то есть квадрат, обтягиваем. Итак, обтягиваем полностью шарик нашим квадратом. Вот таким образом. И теперь просто обстригаем лишнее. Примерно вот здесь, на третьей части шарика, как раз где у меня порвалось. Отрезаем все лишнее. Этот шарик поможет нам сгруппировать сердцевинку и сделать так, чтобы цветочек напоминал настоящую английскую розу. Так, подрезали, вытащили шарик. И теперь нам нужно будет сложить его и вырезать отверстие вот здесь. Отступаем примерно 1 сантиметр и отрезаем хвостик, уголочек этот. И теперь надеваем сверху на цветочек наш, на заготовку. Ну, оказался немного маловат. Теперь мы аккуратненько двигаемся по кругу. С помощью ножниц вырезаем нужный диаметр отверстия нашего шарика. Сейчас аккуратно. Сначала не спешите, делайте отверстие меньше, чтобы всегда можно было поправить. Ну вот, я думаю, такое, в принципе, достаточно.
все равно немного большевато, поэтому я еще примерно миллиметр с помощью ножниц отрежу. Чуть-чуть по кругу, вот, пожалуйста, 1 миллиметр. Убираем, и тогда будет идеально. Так. Пробуем. Пробуем. Сердцевинку должно быть видно полностью, поэтому не мельчите, делайте так, чтобы ее было видно. Ну, в целом, я думаю, еще стоит немножечко подрезать, потому что ее еще не очень хорошо видно. Я подстригу еще чуть-чуть, буквально миллиметрик. Аккуратно. Очень аккуратненько, чтобы не переборщить. Здесь мы, конечно, должны пройти полный круг, иначе получится криво. Поэтому максимально аккуратно, не срезая лишнего. Так, ну посмотрим. У меня получилось сколько в диаметре? У меня получилось где-то 4,5 в диаметре. Попробуем приложить и посмотрим, что вышло. Так, ну, в принципе, хорошо. Теперь приклеиваем вот здесь краешки к краю нашего цветочка. Вклеивать нашу заготовку здесь нужно будет обработать с помощью пастели, так как потом уже такой возможности у нас не будет. Просто пройдемся пастелью оранжевой с желтой по краешку. Обязательно хорошенько, но не очень сильно. Просто придадим некий оранжевый оттенок, чтобы не казалось, что это не отсюда. Вот таким образом, чуть-чуть. Теперь надеваем, подогреваем наш клеевой пистолет и приклеиваем. Чтобы была такая же округлая форма, аккуратненько, поочередно вклеивайте кусочки фоамирана друг к другу. Поехали. Так, наносим термоклей. И подклеиваем аккуратно, тихонечко. Смотрите сверху всегда, чтобы было округлое, чтобы не перекашивался наш фоамиран. Тихонечко подклеиваем. Аккуратно поднимаем, если это необходимо. У меня получилось слишком низко, поэтому я чуть-чуть приподниму фоамиран и подклею его здесь. Таким образом. Чем выше у вас будет фончик, тем будет лучше. У меня вот немного низковато получилось, но ничего страшного. Сейчас немножко поднимем. Цель наша все равно достигнута. Все собрано, и вот такой полукруглый эффект у нас есть. Все замечательно. Теперь будем работать с внешними лепестками. Каждый лепесточек нам нужно затонировать с двух сторон, здесь и здесь. Для этого мы берем уже только желтую пастель. Оранжевая у нас на губке осталась, немного эффекта от нее будет, но не слишком должно быть ярко, поэтому мы обрабатываем только желтым цветом. Вот видите, оранжевый все равно остался, он немного есть, поэтому теперь добавляем только желтую пастельку. Проходимся чуть-чуть, не нужно переборщить, просто немножечко подкрашиваем. Старайтесь не переборщить, потому что здесь лепесточки уже становятся более желтые. Сердцевинка у нас ярко-оранжевая, а внешние лепестки, они уже желтые, просто немного темнее на краях лепестка. Проходимся аккуратно. Желтый все равно дает свой эффект. Видно, как лепесточек становится живым и окрашенным.
Так что не переживайте, оранжевый нам точно больше не пригодится. Чуть-чуть проходимся. Каждый лепесток обрабатываем таким образом и тонируем темно-желтым и остатками оранжевого цвета. Аккуратно. Помните, таких лепесточков у нас должно быть 25 штук. Я немного ошиблась, сказав вам о том, что нам нужно 25 лепестков. Да, нам нужно 25, но окрашиваем вот таким образом мы только 20 лепестков. 5 оставшихся нужно тонировать немного по-другому. Это у нас будут крайние лепестки. Они будут уже обрамлять нашу розу. И мы добавим немного зеленого цвета. Я сейчас срежу оранжево-желтое с нашей губки. Вот таким образом добавлю зеленый, номер 227. И чуть-чуть аккуратненько пройдусь по краям. Вот просто совсем немного, и здесь по ребру лепестка обязательно. То же самое мы делаем и с другой стороны, но только совсем чуточку, просто совсем немножко. Вот таким образом. Просто придаем некий зеленый оттенок. Это у нас уже граничит с чашелистиком, поэтому зелененькое должно быть на лепестках небольшой налет. Вот таким образом с двух сторон обязательно обрабатываем все 5 лепестков. Потом мы будем их размещать там, где необходимо, там, где нам кажется лучше всего. Еще можно воспользоваться вот такой коричневой пастелью 235 и чуть-чуть, где хотите, просто пройтись буквально вот только по ребру. Это будет означать, что наша роза где-то немножечко уже начала вянуть, и это даст такой необычный интересный эффект. Это можно делать, можно не делать, это не обязательно. Ну, я чуть-чуть пройдусь так, чтобы попробовать. Вот такой коричневый эффект. Вянет наша розочка чуть-чуть подсохла. Ну и здесь обязательно везде, конечно, прохожусь зеленой пастелью, как мы и договаривались. Последний 5-й лепесток будет у меня чуть-чуть коричневый и зеленый. Аккуратно, старайтесь не слишком много делать таких лепесточков, это уже на ваш выбор. Получилось супер! Формируем наши лепестки в кучке по 4 штуки и начинаем склеивать. Для пышного эффекта нашей розы мы не будем обклеивать по рядам, мы будем делать один ряд, но зато он сразу же будет состоять из 4 лепестков. Итак, прежде всего обрабатываем край лепестка, делаем вот такую гармошечку и перекручиваем, истончая край лепестка, край фоамирана, как удобнее. Очень хорошо перекрутив, видите, насколько фоамиран стал тоненький по краю, и подкручиваем внутрь. Немного подкручиваем там, где мы сейчас перекручивали фоамиран, чтобы получился вот такой эффект. Далее делаем то же самое со всеми лепестками. Перекручиваем полностью край лепестка. Получаем вот такой классный эффект пожухлости, я бы так сказала, что лепесточек все-таки на ветру был, он натуральный, настоящий. И вот так подкручиваем. Было очень красиво. Далее делаем все остальные точно такими же натуральными красивыми лепестками. Так, подкручиваем краешек. Можно с нескольких сторон, можно с одной, как вам больше нравится. Главное, чтобы он смотрел внутрь, вот таким образом. И последний лепесток перекручиваем аккуратно и подкручиваем трубочкой внутрь. Вот так, раз, два, здесь у меня вот так получается.
И теперь делаем следующее. Берем лепесток, кладем один сверху, примерно на полсантиметра. Вот таким образом накладываем и сразу же приклеиваем. Приклеили. Дальше берем следующий лепесток и делаем точно так же. Вот такой вот эффект закрученности лепестков. Кладем буквально на полсантиметра к предыдущему и вклеиваем. Вот таким образом. Вклеили. И здесь теперь еще берем сверху лепесточек и просто накладываем сверху, чтобы дополнить картину, чтобы не было перевеса в одну сторону. Чуть-чуть добавляем в хаотичном порядке, здесь уже без разницы. Итак, вклеиваем сзади один лепесточек. 3 лепестка идут у нас друг за другом примерно по полсантиметра друг от друга, вот так. И один просто кладем сверху в хаотичном порядке. Вот таким образом. У нас получился круглый красивый ряд. Вот можно его приложить. Вот такой вот он замечательный. Уже на что-то похоже, да? Угу. Шикарная будет роза. Поехали дальше. То же самое проделываем со всеми нашими лепестками и посмотрим, что получится. Так, перекручиваем. Вкручиваем край лепестка внутрь, вот таким образом. Перекручиваем третий лист, лепесточек. Еще раз подкручиваем. Так, чтобы все смотрели внутрь. Так, раз, два, три и четвертый. 4 лепесточка. Вы, наверное, заметили, что у меня здесь как раз разные молды работали. Такой вот молд пиона и вот такой вот молд пионовидной розы. Поэтому лепесточки разные. Я уже об этом говорила, ну, чтобы они не были все совсем одинаковыми. Так, 4, все. Итак, я беру первый лепесточек. Подкладываю второй примерно полсантиметрика, вот так, друг на друга. Третий точно так же примерно на полсантиметрика от предыдущего, то есть чтобы у нас вот такая получилась спиралька из лепестков. И третий можно приклеить сзади в хаотичном порядке. Я вот здесь в серединке приклеила. Смотрите, как лучше смотрится, как вам больше нравится. Вот такой вот набор лепесточков у меня получился. Этот способ очень быстрый, не нужно делать несколько рядочков, а можно одним рядом закрыть полностью весь цветок. Также полностью обрабатываем и крайние лепесточки, их тоже нужно будет подкрутить, истончить фоамиран. И некоторые из них мы будем загибать внутрь, вот таким образом. Да? А некоторые будем закручивать в обратную сторону. Таким образом лепесточек у нас уже совсем раскрылся, он уже отошел от бутона. Вот таким образом, то есть будем теперь выкручивать к внешней стороне лепестка. Вот так. Чуть-чуть совсем. Вы можете делать это в произвольном порядке. Я сейчас попробую сделать 2 лепесточка, у которых будет внутрь загнута верхняя часть лепестка, и 3 сделаю, которые уже отвернулись от бутона и к внешней стороне. Сейчас посмотрим. Так, раз, подкручиваем, только совсем чуть-чуть, это не как у обычной розы. Здесь лепестки совсем чуть-чуть заворачиваются, буквально у самого краешка. И вот третий зелененький я тоже сделаю точно так же, таким же образом. Подкручиваем к внешней стороне, вот так немножечко. Ну и можно будет уже начать сборку. Итак, возьмем заготовочку и прикладываем лепестки. Они должны быть чуть-чуть повыше, буквально на миллиметр, чем наша сердцевинка. Клей мы наносим только на нижнюю часть, вот сюда, и только здесь. То есть по лепесткам клеить не нужно. Объясню почему. Когда мы подойдем к концу, будет понятно. Итак, вклеиваем только в серединке. Все, лепестки у нас в свободном полете могут вот так находиться.
Дальше прикладываем следующие уже лепесточки наши буквально на половину предыдущего лепестка. Вот видите, на половину предыдущего лепестка ряда, вот так назовем. То есть вот таким образом они все должны быть на одном уровне, ни выше, ни ниже. Обязательно вот так вот сравнивайте, чтобы полностью ваш ряд был на одном уровне. То есть может быть выше вот так вот, да, может быть ниже вот так. Этого быть не должно. Они все должны быть на одном уровне. Переворачиваем цветочек и подклеиваем только здесь. Буквально только в центре. Клей наносим. Подклеиваем. Вот уже цветочек наш округлился. Дальше делаем точно так же. Прикладываем примерно на серединку предыдущего ряда. И аккуратно сравниваем на одном уровне. Да, все верно. Приклеиваем. Отгибаем, наносим клей и приклеиваем. Вот так. Пушистый наш цветочек. Дальше предпоследний у нас ряд лепесточков. Точно так же делаем. Наносим клей и подклеиваем. Убираем все лишнее. Здесь все перекроется, не переживайте. Дальше. Последний ряд лепестков. Делаем так. Точно так же, как предыдущие. Мы прикладываем последний ряд на половинку предыдущего, но теперь подталкиваем его вот сюда, под первый ряд лепестков, чтобы спираль у нас была вот так, продолжалась вечно, бесконечно, чтобы полностью был цветочек круглый, и здесь у нас спрятались лепестки под первым рядом. Именно поэтому я говорила, что не нужно подклеивать полностью. Вот видите, здесь. Все, здесь уже смотрите, как удобно, так, чтобы цветочек был полностью круглым и одинаковым. Подклеиваю. Так. Аккуратно расправляю, чтобы потом уже было идеально. Вот такой круглый пушистик у нас получается. Хорошо. Итак, у нас осталось 5 лепесточков. Вот. Теперь мы размещаем их гораздо ниже нашего основного ряда. Вот примерно здесь я спустилась на почти на 1,5 сантиметра. Вот так. Это необходимо, это обязательно. Таким образом размещаются крайние лепестки пионовидной розы. Итак, смотрим там, где у нас лепестков меньше всего, там, где их не хватает. Вот я вижу, что у меня вот здесь вот круг не совсем ровный, поэтому этот лепесточек я добавляю сюда. Дальше тоже обратите внимание полностью на весь свой цветочек, и где необходимо, ну, например, вот здесь вот у меня тоже между рядками не хватает лепестка, я его туда добавлю. Опять же спускаюсь намного ниже основного ряда лепестков. Наношу клей и подклеиваю. Так примерно получается. Вот видите, мне здесь для круглости как раз не хватало еще одного лепесточка. Следующий я размещу здесь. И еще следующий, скорее всего, вот здесь. Сейчас посмотрим. Итак, у нас остались круглые лепестки и один вот такой на внешний выгнутый, скажем так. Ну, возьмем сейчас круглый. Вот так вот я его размещу. Вот таким образом. Он очень сильно ниже получился, примерно на 2 сантиметра. Это нормально, так и должно быть. Размещаем. Вот. Очень красиво и реалистично получается. И вот сюда вот еще теперь я подкреплю вот такой же внутри загнутый лепесток, чтобы полностью розочка у меня была круглая. Подклеиваем. И последний лепесток у меня остался. Можно его сюда подкрепить, можно вот сюда. Мне кажется, что мне тут 2 не хватает, поэтому я вот сейчас этот сюда подкреплю, где он мне нужен. И, в принципе, наверное, да,
Да, так и оставлю. Вот, один лепесточек сюда подкреплю. Вот здесь вот он мне как раз нужен. И я думаю, будет достаточно. Дальше уже все перекроется чашелистиком. Если необходимо будет, мы подклеим еще пару лепесточков, когда будем вклеивать чашелистик, чтобы перекрыть все. Так, ну вот, получилось замечательно. Уже бутон сверху смотрится отлично. Если нужно будет перекрыть, я потом посмотрю, мы перекроем еще здесь остатки фольги. Вот такая красота получилась. По необходимости. Мне в первый раз не хватает, поэтому я сейчас все здесь исправлю, чтобы потом можно было уже только крепить чашелистик. И перекрою все дополнительными лепесточками. Это не обязательно, но смотрите. И здесь вот как раз перекрою. Сейчас вот такой лепесточек наклею, чтобы все было идеально. Все, здесь уже фольга у меня полностью перекрыта. Сверху вид очаровательный. Все хорошо. Розочка готова. Итак, перейдем к стеблю. Стебель мы будем делать в следующем уроке.